Здравствуйте! В эфире программа «Территория гласности», и на территории гласности научный руководитель Государственного университета Высшей школы экономики Евгений Ясин, Арсений Рогинский, председатель правления «Мемориала». Здравствуйте! Мне не хотелось бы сводить всю программу узко к только итогам процесса, потому что наши зрители, слушатели, они, в общем, наблюдают за тем, что происходит, но, скажем так, по каким-то знаковым событиям. Вот последние несколько дней. Отрицание Данилкиным возможности отвода судьи. Потом, с моей точки зрения, очень яркое выступление Михаила Делягина. И понимаете, как это все становится шоу. Обидно только, что это шоу происходит на чьей-то жизни. Да? Ваши ощущения? У меня впечатление такое, что сам по себе процесс, его продолжение в течение столь длительного времени является исключительно важным общественным событием. И все это каким-то образом, наряду с какими-то другими моментами, влияет на обстановку в стране. Я был на процессе несколько дней назад, 5 числа, и у меня, надо сказать, такое, я вышел оттуда с каким-то радостным ощущением даже и собственного обновления. И ощущением какой-то надежды. Надежды не в смысле судеб обвиняемых, а надежда в смысле судеб всех нас. Знаете, мы живем в таком, и все это банально уже говорить, абсолютно в имитационном режиме. Да? Вот у нас там, не знаю, парламент, это якобы парламент, а на самом деле бог знает что. Вот у нас там выборы, это тоже имитация выборов. Вот у нас независимая пресса, это тоже имитация. И суд, на котором мы были, это тоже имитация суда. Но имитация суда с чьей стороны? Со стороны председательствующего на суде, со стороны обвинения, которые готовы, конечно же, говорить вот на этом языке «понял», на языке подмигивания. Но совершенно иное чувство, когда смотришь на блистательную работу защиты и на какое-то выдающееся, мужественное и одновременно сдержанное поведение обвиняемых. Эти играют, потому что они точно знают, что не им решать, что их задача просто сыграть некоторый процесс, разыграть видимость процесса. А эти всерьез. Они возвращают словам подлинный их смысл. И это бесконечно похоже на некоторые, только отдельные диссидентские процессы. Ну тогда что же, Конституция. Ну кто всерьез говорил слово Конституция? А Сергей Адамович Ковалев равномерно своим тихим голосом, в свои дни этого Вильнюсского процесса знаменитого, он абсолютно всерьез. Потому что имитацию можно победить только серьезным и мужественным, и спокойным, и деловитым противостоянием. И вот образец мужественного, спокойного, деловитого, базирующегося на правдивых терминах и действительно на праве. Вот этого противостояния нам дают здесь все. И это, конечно, дает колоссальную надежду. О чем узнают посетители интернета, а с другой стороны, вот мы с вами говорили ровно об этом перед началом передачи, а результат? Влияние процесса на сформирование современного человека огромно. Я решительно это утверждаю. Почему вообще завели этот второй процесс? Ну, потому что кому-то, не буду говорить кому, казалось, что выход преждевременный Ходорковского и Лебедева на свободу будет создавать проблемы, неприятности и так далее. Значит, старательные судьи или прокуроры, я не знаю кто, значит, они решили помочь. И, подмахнуть, извините за жаргонное словечко. Очень даже подходит, я не возражаю. Вот. И, значит, они, я думаю, даже не услышали слова согласия. Но они поняли, что как раз надо начинать. А вот как они выйдут, вот об этом они не подумали. И поэтому на наших глазах происходит такой процесс. Слышат откровенную чушь. Или просто вытягивание резины, больше ничего. Обвинения сейчас, главное обвинение, после выступления Грефа и Кристенко выглядят нелепостью. Из возможных решений разрешения ситуации называют несколько. Первое, вот их сейчас всех выберут, и тогда
может, выпустят, потому что у обвинения действительно большие проблемы. Вторая, закрыв глаза, как лошадь шорами, вот это вот все, рисовать все, что нарисовали. А третья, я даже не знаю. Помилование? Я бы сказал, да. Я бы сказал так, что просто так освободить и дать возможность, ну, как бы уже согласиться с этим первым приговором и досидеть до окончания и выйти на свободу. Значит, я боюсь, что так точно не будет. Хотелось бы, но я не очень верю. Я в чем убежден, и почему я говорю, что решение принято, что вот этого крайней позиции, где там светил там 15 или 20-летний срок, тоже не будет. Действительно, мы все прекрасно понимаем, что приговор выписывается где-то в другом месте. Гадать, по-моему, бессмысленно. И смысл процесса возвращению праву, смысла права, возвращению мужества, простого первоначального слова мужества и мужественной сдержанности, настаиваю я. Потому что бесконечное достоинство вот во всей этой истории. И это настолько противоречит вот всей такой мелкой игре всей, что я думаю, что это действительно важный и разрушающий сегодняшнее вот это имитационное состояние жизни, процесс. Но вы знаете, я сейчас слушаю Арсения Борисовича и хочу его попросить в какой-то степени, может быть, сопоставить. Вот вы говорили об этих ощущениях диссидентства, да? Когда, так сказать, антисоветская агитация и пропаганда, в которой обвиняли людей в 70-е годы, там с ней все тоже было понятно, да? Больше или меньше была состязательность сторон, де-факто, на процессах. Тогда и на процессе, на котором вы были 5 июля. Ну, о чем говорить? Во-первых, конечно, больше. Сейчас состязательность сторон, сейчас защита имеет абсолютно колоссальные возможности. Но понимаете, когда я слушаю этого Лохтина, да, или Ибрагимову, то у меня совершенно четкое ощущение, что они не думают о том, что происходит вокруг, они думают о тех, кто, да, как они, хорошо ли они отрабатывают. И самое главное, да, что все вокруг это тоже понимают. Евгений Григорьевич, чем событие интереснее для историка, тем для современника печальнее. Итак, пока идет процесс, пока эти люди тратят свою жизнь и жизнь своих близких, на самом деле без всяких дураков, происходят некие общественные движения. Вот, опять же, недавно закончились ходорковские чтения с возможностью альтернативы. С моей точки зрения, были менее интересные моменты, но было два момента таких жестких. Один из этих жестких моментов – это высказывание уважаемого социолога Левинсона по поводу того, что жить мы будем в предложенных условиях, и выхода нет, а ко второму я потом перейду. Давайте ваши ощущения от ходорковских чтений. Я вижу, как люди приходят, и для них это важное место интеллектуальной работы. И одновременно некоторый знак, конечно же, знак сочувствия вот тем людям, дело которых решается в хамовническом суде. Это одновременно. Этих людей все больше. Несмотря на идею Левинсона, что мы должны готовиться к тому, что не будет лучше, и готовиться к той жизни, при которой лучше не будет, я бы сказал, ходорковские чтения выполняют свою двойную роль. Это роль, значит, место настоящей свободной дискуссии, и это место формирования какого-то научного или какого-то еще, собственно, с абсолютно точным гражданским контекстом. И вот это очень важно. Когда спрашивают, что такое общественное мнение, да, я понимаю следующее, что это совокупность людей, которым не безразлично, что происходит в Отечестве или в мире, которым приятно, интересно встречаться, обмениваться мнениями, и именно то, что вырабатывается, то, что высказывается вот в такой среде, оно становится потом некими смыслами, которые распространяются в обществе.